2500 шагов, чтобы только услышать твой голос, дотянуться до облаков, замереть в ожидании гудков, чтобы нежно щекою прижаться и ничего не бояться. 2500 шагов. Связи никакой не было. Ходили звонить там, где она появлялась. Последние там 3-4 месяца это гора Кремянец, самая высшая точка, там обрушена эта телевышка. В общем, туда ходили. Как-то посчитал, что вот от подъезда и до верхней площадки 2500 шагов. Связывался, в общем, с родными, с женой. А сколько вы были вместе? 8 месяцев. С января. Последний раз виделись где-то в начале января. Так, вы меня расчувствовали. Вы нас тоже. Перед войной в октябре мы немножко поссорились. В том плане, что хотела я очень жить возле детей Борисполь. И он с обидой уехал, но написал все равно с днем рождения мне песню. Я говорю, Жень, это было, как мы потом понимали, что это какое-то пророчество, что он говорит там слова «дороги назад нет», типа Борисполь. Только к внукам, да, добрый день, девочки. Тоже, иногда вот это состояние души, одиночество, наверное, и способствует написанию песен таких. Вот такая разлука. У меня дочь и 3 внуков. 2 маленькие внучки, по 2 года было в июле. И я поехала помогать, дочери, конечно, помогать. То есть я 2 недельки там, на недельку в Изюм. 2 недельки там, на Изюм, опять приезжала в Изюм. Вообще с Изюма я выехала 25 декабря, но муж на Старый Новый год приехал к детям, мы все встретились и разъехались. Я уехала на работу, и работала еще у дочери, и плюс еще у меня на даче у людей просто работала. Я няня-гувернантка была, вот так получилось. Дача в Вышгородском районе. И, в общем, все первое мы это услышали, увидели, потому что рядом Днепр, рядом Десна. Все это оттуда началось. 5:04, я помню, стою у окна, это первые звуки. Страшно. Какая первая реакция? Это семья. Это в жизни всегда первая семья. Мы вспоминаем за семью и начинаем звонить к дочери. Как? В Изюм. Здесь не понимают вообще еще, что такое звуки самолетов. Первые взрывы пошли на Бортничи. То есть в ту сторону, это мы все, через нас все летало, мы все это слышали. То есть никто не верил, что пришла война до последнего. Первый разговор здесь на 5-м этаже, ловила связь. Это еще в самом-самом начале. Женя, мы еще увидим. Я говорю, ты прекращай, ты чего? Все будет хорошо. Это нормально, это надо жить, это надо отбросить плохие мысли, жить хорошими, помогать другим, не уединяться, потому что, как правило, коллектив, наш подъезд, он постоянно, мы готовили вместе, мы жили вместе, мы знали общие интересы. Иногда ссорились, но в принципе это жизнь, это нормально. Я не могу сказать, что оккупация это как-то давила, там все. Понятно, что необычно, непривычно. Хочется избавиться от этого всего. Тягостно, морально тягостно. И ждали, когда это все уже вернется как к тому, к чему как была жизнь раньше. Но с 7 марта прекратилась связь. Это было самое страшное – прожить весь март без связи. Я разыскивала через все группы, я через мальчиков, которые сами бегали под бомбами, снимали здесь все. Я бросала фотографии сына, мужа, соседей, где у меня были фотографии, живы ли. Одно слово только – живы, и все. И тогда мы спокойны. И один из работников исполкома присылает мне, сфотографировал записочку, написано с рукой сына: «Мамочка, мы живы», и номеров 10.
перезвони всем, сообщи родителям, там, родственникам. Я звонила, не знала кому, просто номера телефонов. И второе, пополни всем нам мобилки. Всем пополнила. То есть, куда он сказал, я всем пополнила. И вот такая вот была временная связь, потом вообще исчезла связь. Это самое тяжелое время, когда подходишь, знаешь, что там нет воды, я не могу умываться психологически, я не могу встать под душ, скупаться, потому что у них этого нет, я не знаю, что с едой. Это очень тяжело. И вот кто у меня... И вот звонок. Звонок, вот эти 2500 шагов. Первый звонок у меня: Женя, Женечка, вы живы, Женечка, это ты? Да. И потом второй, говорю: а мы еще встретимся. Женя, ну в октябре ж мы всегда в Турцию летали. Вот это психоз такой, все. Все нормально, мы живы, мальчишки живы, соседи, кто остался, все живы. Больше ничего не надо. Сколько у вас оставалось в вашем подъезде или в доме, в общем? В самом начале было 18 человек вот в подвале у нас, ну и порядка 40 в соседнем. После 10 марта был зеленый коридор, 4 автобуса, мы помогали, там выносили вещи. Тех, кто не ходящий, вот бабульку несли втроем на стуле до улицы. Ну, короче, всем помогали. Вот 10-го выехали, у нас было 18 и осталось 7. Температура за бортом, был ледниковый период, минус 12, там примерно 10. Ну, доходило до 6,5 иногда в подвале. Пытались чем только не греться. Ну, сами готовили в подъезде, прятались там за лестничные площадки, за стены, потому что прилетало и днем. Потом вода, надо было где-то брать. Наши побежали за водой, там дрон отследил, там дали пару градов, дом разрушенный. Ну, то есть, это привыкаешь к этому. Но это все в марте. Потом, только если провокации, там где-то какой-то пустили там, какую-то бомбу с кассетами и говорят, что это украинцы, но мы-то понимаем, откуда это прилетело. Такое бывало. Но уже меньше. Большей частью бу, а потом уже наши бу, и точно уже гасили. С 5-го этажа хорошо видно вот ту сторону. Иногда прилетал в склад боеприпасов, и так я радовался. Хочете щелк? Як ми? Чай гріємо, супи варимо. Да, настрадались, все. Вот что нам прилетело, посмотрите. А давно ви так варите? Да, всю сейчас, війну ага. варили, а там Вот это. на площадке, як бомбили. Угу. А зараз уже Готовили хоть там спасибо, ребята. сюда вышли, на вулицу. Света дарит. Сколько нужно, чтобы закипел? Сколько нужно времени, чтобы обед заварить? Ой, если поганые дрова, часа 2. Ну, чайник, может, полчаса. Вот я поставила чайник. Нема ни дров, ничего. Русские отвечали. Иди, бабка, в лес. Я говорю, там все вы заминировали. Ты б свою матер, говорю, послав туда. Вот таке было отношение до нас, знаете. Пострадали люди? Ну, заблаговременно там собирались люди, столик, стулья, чаек, печеньки. Ну, а в самом начале, как только это, еще на подступах они были, сказал: ребята, откуда наступают, подумайте, давайте отсюда туда вглубь, потому что и уровень нет. Ну, и в конце концов все перебрались, ну там один человек как раз под стенкой спал, немножко привалило кирпичами. Ну, вот, жив-здоров. На тот момент я находился в 3-м подвале. Вот это аж перелет, все кричат. Из всех щелей в 3-й подвал пыль валит столбом. Ну там со мной еще 2 парней было. Один со 2-го подъезда, 2 со 2-го. И вот это ж между подвалами, ломами, кувалдами пробивали, там кирпичная была складка. И потом людей там перестягивали. Затуляли, потому что сквозняки ужасные были. Тоже дырка?
Ну, вот это ж пробивали ну, в первый подъезд. Ну, щас. Это вы чтобы между пробивали зачем? Чтобы ходить друг к другу? Нет, Там людей попало. оттуда вытягивали. Там Все завешено из-за сквозняков. Тут, видите, бетонные перекрытия и маленькая дырочка. И через нее небольшая и стариков. И, в общем, тесно-тесно и вытягивали, проносили. Вытягивали, в общем. Ну, кушали. У нас как бы и крупы, макароны. Ну, люди доставали из холодильника все, что было. И складывали. Сначала кушали то, что скоропортящееся, ну, исходя из логики. Консервахи на потом. Ну так, поначалу растягивали, не знали, насколько это все затянется. Ну и раз в день кушали. Ну, обычно завтрак. Чаек, бутербродик какой-то, пока хлебушек был, а потом уже оладьи делали. Оладьи? Да. У вас тут все оладьи делали. Мы в Балаклее были, все делали оладьи, все предлагали там солдатам оладьи. Да. Ну, Были такие трудные дни. Это когда? Ну как, все время. У нас немного перестали стрелять, это в август. А так все время. Это, по-моему, 4 месяца вообще невылазно мы были. А потом начали подниматься в квартиры. На ночь все равно опускались, потому что страшно было. Бомбежки, откуда прилетит, не знаем. Вот это так. Было очень трудно, но мы рады, что все позади. И очень жалко тех людей, соболезнования, кто потерял родных и близких. Очень жаль. У вас кто-то погиб из подъезда? Ну, или там из дома? Здесь Миша Дороша, мама, она после ковида, а вот очень слабая была. Я тоже, кстати, после ковида. Очень была слабая и вышла на улицу подышать воздухом. Мы даже не знали. Она потеряла сознание и ударилась, где вот эта палуба в это, дома, и она туда упала головой. Миша под обстрелами, страшный обстрел, он побежал в больницу, пришел врач с медсестрой. Врач сказал, она полежала и все. Хоронили здесь в песке, где детская площадка. Парень пережил 3 похорон. 1 раз похоронили. Собаки стали разрывать весной этот песок. Похоронили, рядом есть зубная поликлиника. Там потом похоронили Миша с братом. И потом в братской могиле. Очень жаль парня. Он выпивает, но все равно у него, понимаете, он человек, он всегда спросит, вы кушали? Всех спросит. Вот, я ему всегда тарелку супа найду. Когда наши наступали, вот, были точечные взрывы. Но мы уже знали. Саша бежал к окну. О, там разбомбили склад. О, там попали. О, хорошо. вот этого вот не надо. Я прошу. Хорошо. Да. Наши точечно били. Наверное, было ж оружие. Вот это дали. Спасибо всему миру, что нам помогают. Я думаю, все будет хорошо. Я оптимистка. Когда команда поступила «можно», я сразу, ни волонтеры, никого, Блаблакар нашла, доехала, добежала, все. Я 1000 раз думала, как я встречусь с мужем, как я его увижу. 9 месяцев разлуки. Ну, практически, да, 9. С 14 января. Мы обнялись, просто минут 15 дышали кожей, воздухом друг друга. Это была химия. Это просто обнялся и все. Уже до этого были слезы, истерики, все прошли. Вот мы просто молчали. Мы должны были почувствовать, вспомнить друг друга. Я ревела, когда не было связи с мужем. Но когда приехала, ему я эти рошеновские торты привезла, их собрала, они по такому: Наташа, ты что, 2 торта? По кусочечку все. И вот это с чаем вечером. Вечер был необыкновенный, звезды, бархатное небо. И знаете, чужие люди, ну как, здоровались в подъезде, да и все. Ну, а это обнялись, обцеловались, сели. Я их выслушивала, я не могла до утра спать. Я где-то под утро уже меня скосила так. Все, ну когда Женя взял гитару, мы, конечно, это муж, это мой муж. Зима, к сожалению, скоро. Дом разбит,
ни тепла, ничего нет. Ну, надеемся. В конце концов, есть варианты. Ну, она приехала сюда. Значит, здесь будем жить. Как мы проживем? Война в любом случае – это горе, это беда, это разруха, это несчастье, это слезы. Но мы сильные духом. Мы все это выдержали. И я думаю, даже если посмотреть на нас, если мы поднимаемся в таком возрасте восстанавливать, то понимаете, что и молодежь. Мы поднимем, построим, отстроим, город будет еще лучше. За оперативною інформацією в населеному пункті Велика Олександрівка загарбники використовують місцеве населення як живий щит. Селище закрите на в'їзд і виїзд. Ворог підлий і безнещадний. Розуміючи, що не може дати відсіч Збройним силам України, він прикривається життями цивільних людей. Не давайте йому такого шансу, не ставайте інструментом підлої війни проти України. Евакуйовуйтеся вчасно. Вам обов'язково допоможуть, закликала мешканка, віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук. 2500 шагов, чтобы только услышать твой голос, дотянуться до облаков. Замереть в ожидании гудков, чтобы нежно щекою прижаться и ничего не бояться. 2500 шагов, 2500 шагов. Это много или мало после стольких ночей без снов? Каждый день начинать сначала, только знаю, что где-то ждешь. Только верю, что вновь увижу. Мы становимся ближе и ближе на 2500 шагов. 2500 шагов, чтобы только услышать твой голос, чтобы только услышать твой голос, чтобы только услышать.